Сегодня расскажу, как правильно эксплуатировать резину и осуществлять ее правильную замену, также правильное хранение. Итак, вот эта резина Якогама. Производство у нее Филиппины. Вот эта резина Ваофень. Производство у нее Индонезия. Теперь немного про эксплуатацию. У меня каждое колесо подписано в зависимости от того, где оно стояло раньше, чтобы не запутаться. Соответственно, это передняя, это задняя. Теперь немного про резину. Это резина зимняя, расшипованная. Добиваю ее летом. Обратите внимание, вот метки. Вот эта вот метка, это показатель зимней резины. Вот эта метка, вот она, это показатель летней резины. И так дальше. Я сейчас возьму уровень, чтобы вам показать метки. Вот показатель зимней резины, я ставлю метку. А вот колесо, которое пойдет назад. Вот видите? То есть вот эта вот метка, она чуть-чуть еще утоплена по сравнению с протектором резины. Вот это колесо пойдет назад, а здесь уже метка уже вровень стерлась. Это колесо пойдет наперед, так как при эксплуатации резины есть разный износ. Задние колеса накачиваются с давлением 2,9 бара, передние 2,6. Передние колеса меньше изнашиваются по сравнению с задними. Здесь до метки еще не дошло. Вот эту вот резину необходимо ставить на заднее колесо, так как здесь будет больше износ. Итак, каждый сезон вы смотрите метки на обоих колесах по одной стороне и меняйте колеса спереда назад и так по кругу. Сразу говорю, берите щетку и протирайте диски с внутренней стороны от грязи, но ни в коем случае не металлическую. Теперь будем ставить колеса. Немного отвлекусь, сразу скажу про резину. Вот эта резина Якогама, производство Филиппины, как я сказал. То, что произведено на территории России и в других странах, но не на Филиппинах, это жалкий фейк. Покупайте резину только производства на территории Филиппинов, так как она содержит настоящий каучук. И новая, она пахнет каучуком, а не какой-то фигней. Перед тем, как мы будем снимать колеса и ставить домкрат, необходимо зафиксировать стояночный тормоз, чтобы машина не слетела с домкрата. Дальше берем ключ. Вот этот ключ родной. Из-за особенностей, то что он идет под изгибом, он у вас может слететь, его лучше не использовать, а использовать в качестве
рычага удлинителя вот этого ключа. Ну и соответственно вот такой вот ключ мы берем. Вот этот ключ необходимо брать очень хороший, так как если вы возьмете и будете использовать дешевый ключ, он у вас просто погнется. Упор ставим. И каждый болт мы вот так вот откручиваем. Вот видите? Вот. Не так вот, а вот так вот. Вот он хорошо сидит, теперь можно крутить. Вот я сорвал. Теперь вот этот. Тоже сорвал. Теперь вот этот. И остался вот этот. Там у меня секретка стоит. Вот она, вот здесь вот. То есть вот таким вот образом будет удобно. Если вы будете использовать вот этот ключ, выглядеть это будет вот так вот. Рычаг у него достаточно маленький, болты закручиваются 50 ньютонов. Достаточно проблематично будет их выкрутить. Его будет вот так срывать постоянно. Дальше мы ставим домкрат. Совсем забыл открутить секретку. На болтах слишком много внимания. Соответственно, секретка одевается. Но секретку закручивать с моментом затяжки 50 не надо. Иначе вы ее просто сорвете потом. Вот она встала. Вот видите, сильно я не нажимал. Я ее вот выкручиваю. Этого достаточно. Ее прикрутить, чтобы она просто закрутилась. Но если вы будете ее закручивать пневмопистолетом, будет потом печально. Вы ее можете обломать. Вот я вам показываю. Вот. Это секретка. Родная. Я не буду ее показывать, но это родная секретка. Не такая, как идет в оригинале с этими машинами. Это тоже для Кайена и не только. Я вот так вот скажу. Очень хорошая секретка, но лучше, чем идет как в оригинале. Лучше поменяйте секретки, которые вам достались в оригинале. В оригинале они идут с такими типа зубчиками, как звезда. Многогранники такие. Это плохие секретки. А вот это хорошая секретка. Итак, ставим домкрат. Сейчас я его разведу и покажу, как необходимо ставить правильно. Вот я развел домкрат. Здесь вот есть крепление. Вот оно для домкрата. Вот туда необходимо поставить домкрат на крепление. И чтобы домкрат стоял по отношению ровно к креплению. То есть не надо загонять его туда и не надо загонять его сюда. Так как есть возможность, что вы повредите вот этим вот натяжителем резьбовым
вот этот вот порог. Теперь нам осталось только поднять машину. Сейчас я немного поправлю домкрат и буду поднимать машину. После того, как я поправил домкрат, вот видите, не достает ничего, домкрат стоит ровно, можно снимать колесо. Болты уже все сорваны, так что снимаем его. После того, как все болты я выкрутил, колесо еще плотно сидит на ступице колеса. Вот я вам показываю все болты. Обращаю внимание, что их необходимо смазывать, держать в смазке. Но ни в коем случае не надо закручивать их насухо. Теперь можно ударить сюда в колесо, и оно снимется со ступицы. Вот колесо я снял. Теперь его можно заменить на летний вариант зимней резины. Вот видите, это состояние зимней резины, которая проходила 2 года, 2 сезона она проездила. Вот у нее протектор, ну и шипы. Это колесо кладем. Сразу обращаю внимание на то, что колеса хранятся вот в таком положении. Друг на друга вы можете их ставить. А резина без дисков хранится вертикально. Все колеса должны стоять. Вся резина должна стоять. А колеса только так. Теперь берем вот это колесо и ставим его. Вот это вот крепление, вот под ступицу вырез, его необходимо вот сюда посадить. Потом отрегулировать положение дырок. Вот колесо висит на ступице. Теперь мы смотрим положение для болтов крепления. Вот так подводим. Вот я попал. Вот. Теперь можно закручивать болты. Вот видите, я колесо ногой подпираю, чтобы оно не уходило ко мне. Сильно болт не затягиваем пока.
Теперь снизу то же самое. От руки затягиваем. Теперь закручиваем все вот эти вот болты, оставшиеся. Секретку потом закрутим, когда уже колесо встанет окончательно на землю, и мы его зафиксируем. Вот я закрутил 4 болта. Теперь мы должны опустить домкрат, чтобы масса машины надавила на колесо. Вот я приспустил домкрат, вот видите, вот, то есть машина еще стоит на домкрате, но резина уже стоит на земле, для того чтобы нам закрутить болты. Берем ключ и закручиваем все болты. И вот так вот понемногу. Сначала здесь, к примеру, потом нижний. И так по очередности, крест-накрест. Мы их закручиваем, чтобы везде было равномерное усилие. Вот все болты закручены. Теперь можно ставить секретку. Сюда ее вставим. И закручиваем. Вот такого вот усилия достаточно, больше не надо крутить. Вот теперь я высовываю, вот она. Теперь можно спускать, убирать домкрат до конца. Вот видите, машина отпустилась. Все. Теперь окончательно затягиваем болты, проверяем. Итак, каждый болт и каждое колесо меняем. Если это видео было полезно, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Ну а эту наклейку надо убрать. Налепим ее на это колесо на следующий сезон. Вот это заднее колесо, а пойдет теперь наперед. Это я вам напомнил.
Ну а для тех, кто досмотрел видео до конца, я показываю секретки. Это родные секретки марки Porsche. Очень хорошие, качественные. Ссылку на них я оставлю в описании. По своей длине они такие же один в один, как и болты. Тоже вот эта вот шляпка поворотная, фиксирующаяся. Ну и сам вот ключ, секретка под них. Вот они. После того, как колеса все установлены, поменены, вон значок, предупреждающий то, что машина стоит на стояночном тормозе. Его необходимо снять. Потяните на себя. Вот педаль отошла. Значок пропал. Дальше накачку колес. Смотрим на двери. Вот размерность шин, дисков, передние колеса, с каким давлением накачиваются, и задние.